Всем здорово, чуваки! Сегодня, как и обещали, мы делаем вторую часть со строительным пистолетом, который купили как-то на Алиэкспресс. Как вы уже помните, в прошлом видеоролике мы уже пробивали таким пистолетом металлический сейф и пытались пробить замок. Но в этом видеоролике мы взяли материалы куда интереснее. И также мы хотим узнать, возможно ли из такого строительного пистолета стрелять как из настоящего, то есть смогут ли дюбель-гвозди вылетать как пули. Но для начала давайте покажу, какие предметы мы сегодня будем разбивать. У нас есть стеклянные рамочки, не стеклянные, деревянные. Многие из вас в комментариях под прошлым роликом писали: выстрелите из этого пистолета как из настоящего. Так вот, мы подумали, а почему бы не сделать это при помощи стекла? Строение этого пистолета не позволяет сделать так, чтобы просто вот так взять и выстрелить. Это невозможно. Поэтому обязательно должно быть какое-то препятствие перед пистолетом. Мы подумали, почему бы не взять стекло, вот так вот упереть, надавить на это стекло. Дюбель должен, по идее, разбить это стекло и вылететь дальше. Вот в таком случае, я думаю, это возможно. Также у нас есть, как вы помните, гигантские когти росомахи. Они острые. Так вот, как вы знаете, в ролике про эти когти мы их пытались просверлить для того, чтобы соединить вот этими болтами. И это было очень сложно. Нам даже перфоратором пришлось это делать, потому что по-другому это невозможно. Так как здесь закаленное стекло, мы подумали, а почему бы не попытаться пробить его этим дюбелем? Ведь он такой мощный. Также мы решили взять стеклянную банку колы. Но вы скажете: Серег, ведь она такая хрупкая. На самом деле да, но мы решили ударить дюбелем прямо в дно и посмотреть, получится ли сохранить бутылку целой, при этом с отверстием в дне. Вот очень интересно. Также мы подумали, а сможет ли такой дюбель пробить камень? Ну, камень мы на улице не нашли, потому что на улице зима, но зато мы нашли вот такие вот плиты, по-моему, это из керамогранита или что-то такое. Забьется ли дюбель в эту плиту, либо раскрошит он ее на мелкие части, также узнаем. Также мы хотели взять еще бронестекло, но в нашем городе его купить невозможно. Но у нас есть кое-что очень похожее на бронестекло. Это телевизор. Как вы знаете, кинескоп такого телевизора из очень толстого стекла. И пробьет ли его дюбель, вот неизвестно. Так, ну для начала, я думаю, стоит начать с выстрела дюбеля. Не знаю, возможно ли это вообще, но сейчас подготовим конструкцию и это выясним. Конструкция готова. Рамочку мы поставили, которая держит у нас два бруска. Я буду сюда вот так упирать пистолетом. Как мы видим, рамка держится, никуда не убегает. Ну и все, в принципе. У нас, получается, дюбель должен вылететь сквозь стекло, как пуля, надеюсь. Осталось зарядить патрончики. Их еще очень много. Вставляем. Единственное, за что я переживаю, это за то, что стекло у рамок очень тонкое. Поэтому я могу просто, надавливая его, разбить. Так, прижимаем пистолет. Сейчас будет бах. Беруши где-то уже потерялись у нас, по-моему. Готов? Да. Подожди, перчатки надо надеть. Ребят, кому интересно, если что, я тоже защищен. Так, прислоняем. Раз, два. Ох, май гад. Вот это да. Почему так звенит? Потому что он бьет 120 децибел, Серега, как ты помнишь. Это был, по-моему, самый громкий сейчас дюбель. Но я очень рад, что стекло не разбилось, когда я надавливал. Круто, это действительно сработало, Паха, прикинь. Давай посмотрим слоумо, мне интересно, что там происходит. Давай. Мы сейчас посмотрели слоумо и убедились в том, что этот дюбель реально как пуля вылетел, пролетел 2 метра и разбил нам стену. Давайте покажу. Вот посмотрите, наглядно видно, что дюбель прилетел в стенку, разбил слой штукатурки с одной стороны, а с другой стороны он вмял нашу штукатурку своей шайбой. Вот это представьте, какая это мощь. Я удивлен вообще, почему он не воткнулся. Оказалось, что наша теория все-таки рабочая, и из такого пистолета можно стрелять дюбелями. Но вам, конечно, понадобится для этого очень-очень много тонкого стекла. Но если под этим видеороликом мы наберем 10 тысяч лайков, мы снимем третью часть и попытаемся пробить дюбелями различные слои. Как вам такая идея? Но давайте не будем на этом останавливаться. Возьмем кое-что потяжелее. Это когти росомахи. Но для начала давайте я вам покажу вообще, как пробивает вот такой вот строительный пистолет обыкновенный металл. Нам понадобится брусок и вот такая вот металлическая пластина, которую обычно используют в строительстве. Она чуть-чуть тоньше, чем наши когти росомахи. Поэтому давайте для начала покажу, как вообще пробьет пистолет металлическую пластину. О май гад. Раз, два. Все. С дымком. Идеально. Вот такую пластину, вот такой вот именно металл, она пробивает вообще на изи. Я не знаю вообще, что будет с когтями сейчас. Мне кажется, это невозможно. Потому что если сверлом по металлу мы не могли просверлить, то что говорить о дюбеле? Ну давайте попробуем. Вот так вот устанавливаем.
Как думаешь, пробьет? После сверлил я не верю в это. Я тоже помню, как мы это сверлили, и это вообще было нереально. Бразильское железо, непробиваемое железо. Если кто не понял, у нас в когте Росомахи написано Made in Brazil. Из Бразилии прямиком привезли на... Я даже не знаю, мне кажется, вообще даже на миллиметр не вобьется. Да, проверим. Раз, два. Искры! Ого. Ты видел, искры летели? Вот это искры были. Что, убирай. Ничего! Какая-то, не знаю, царапинка. А ты из дюбеля смотри, что. Острия нет вообще. Его просто смяло. Офигеть. Хочу еще раз. Так можно делать вообще? Можно, давай. Ну давай еще разок. Закаленный металл эти дюбеля не берут вообще никак. Зато искры красивые. Погнали. Раз, два. Вау. Искры были? Были Я чуть-чуть. глаза закрыл просто. Дюбель просто раскрошился на маленькие кусочки металла. Железу нифига, тут так слегка вмятина, прям легкая-легкая есть и все. Эти когти не берет ничто, кроме перфоратора. Кстати, если вы хотите какой-нибудь интересный ролик с этими когтями, пишите в комментариях свои идеи. Я думаю, нам что-нибудь понравится, и мы обязательно это снимем. Итак, на этот раз мы вышли уже на улицу, чтобы разбивать колу именно здесь, потому что мы можем заговнякать наше помещение. Поэтому ставим сейчас бутылочку вот так вот в снег. Притопчем как-нибудь. Конечно. Притоптал? Притоптал, блин. Ну что, бутылка уже стоит в снегу. Заряжаем дюбель. Вот так вот, хопа. И все. Сейчас проверим, что произойдет с бутылкой. Так, ставим. И я готов. Я тоже готов. Раз, два. О май гад, я весь в коле, слышишь? Я весь в коле. От нее просто Ничего не осталось. за секунду ее не стало просто. Мне как будто петарду взорвали внутри. Ну, дырочки не получилось красиво сделать. Это невозможно сделать отверстие в бутылке в дне. Возможно, только в пробке, потому что там металл. Забавно осознавать то, что это какая-то магическая палочка. Потому что я просто надавливаю на бутылку, и бутылка исчезает. Это очень забавно смотрится и необычно. Ну а сейчас, я думаю, стоит перейти к следующему предмету. Погнали в помещение. Со стеклом все понятно. Стеклянная бутылка от нашего строительного пистолета разбивается вообще изи. Но что же это такое на нашем столе? Это сюрприз-бокс, тот самый, который мы разыграем на 158 тысяч подписчиков. Потому что 158 тысяч совсем скоро, через примерно 500 подписчиков. Ну а чтобы розыгрыш прошел как можно скорее, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а мы продолжаем. Убираем коробку сюда и берем керамогранитную плиту, которую попытаемся сейчас разбить при помощи дюбель-гвоздя. Что, разбиваем? Пробиваем? Мне кажется, на большие куски разломаться должен. Потому что толщина внушает у него вообще прям. Толщина очень внушительная. Я сомневаюсь, что вообще насквозь пробьет. Давай проверим. Ну давай. Заряжаем. Ну и все, я готов. А ты готов? Готов. Так, ну что, раз, два. О, слушай, тут куски камня улетели. Мне черкануло по голове, слышишь? Смотри, что с дюбелем. Нифига его загнуло. Да, да, смотри. Он захотел выйти, его просто вот так закрутило. Смотри, нормально так пробили. Но я думал, что он лопнет просто везде. Я думал тоже на мелкие кусочки. Крепкий орешек. Давай еще разочек. Если не получается, значит керамогранит вообще вещь. Мощь. Орел. Вторая попытка. Раз, два. Нет, ничего. Не Это- работает с плиткой, да? Это ерунда, смотри. Даже от бетона не случается такого с этими дюбелями. Честно говоря, вообще не ожидал, что керамогранит не сможет разбиться на много частей. Даже со второго выстрела плитка осталась целая. Ну, ей хоть бы что, там слегка отверстие есть. Ну, я думаю, нам стоит перейти к последнему предмету. Телевизор. Что-то вот, мне кажется, после нашей плитки экран телевизора не разобьется вообще никак. Вот так вот упираем его. Отлично. И будем стрелять. Ну что ж, снова дюбель, снова вставляем. Сейчас что-то я немножко даже очкую как-то. Надо как-то аккуратно и вот так закрываться. Я боюсь. Готов? Все? Раз, Давай. два. Я буду глаза закрывать, не страшно. 3. Ух ты, что за звуки, что за звуки? Походу газ вышел. Это все? Даже хлопка никакого не было. Я как будто просто вот так вот взял и пальцем проткнул. А дюбель улетел, да? А дюбель, походу, он просто его О. вытолкнуло его, походу. Что за херня?
Он стал жить своей жизнью. Может, он заработал? Это все? Я думал, сейчас вот так вот, пуф, здесь просто вот так вылетит все. Ну, знаете, как обычно телевизоры разбиваешь, кидаешь кирпич, его прям вот так вот разносит. Все стекла летят во все стороны, но здесь просто как будто пуля прилетела, реально, смотри. Четкая такая. В этот телевизор стреляли. А что, тонкое стекло такое? Или мы так легко пробили? Я не понял. Я не понял сам. Так, ну что, как говорят, первый коронный, второй контрольный. Или какой там. Похоронный. Сейчас куда-нибудь еще разочек ударю. Давай прям, не знаю, вот сюда. Надеюсь, сейчас как жахнет. Давай, 1, 2, 3. Вот сейчас что-то было уже. Сейчас было. Было похоже на взрыв. Слушайте, ну второй раз взрыв был явно мощнее. Посмотрите, и отверстия больше. Дюбеля куда-то пропадают. Скорее всего, они идут внутрь. Я думаю, это происходит так, как у нас со стеклом мы делали для того, чтобы пуля как будто вылетала. Здесь, наверное, то же самое, только теперь дюбели остаются внутри. Хоть у нас взрыва экрана и не получилось, но мы выявили один лайфхак. Мы теперь знаем, как имитировать стрельбу из настоящего оружия по телевизору. Если у вас есть такой пистолет, вы с легкостью можете вот так вот парочку дырок сделать, потом приглашать себе друзей домой и говорить: слушай, у нас стреляли. Ну что ж, ребята, вот такой вот ролик у нас получился. Если вам он понравился, что за очки, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте этого делать. Всем пока. Я уберусь пока.